Итак, дорогие друзья, всем доброй ночи. Вот здесь наша матушка жаба. Она ждет уже сколько часов своей участи. Но мы с ней ничего плохого делать не будем, так что ей бояться нечего. Хочу подарить вам ритуал, но хочу вас предупредить. Этот ритуал очень серьезный, и поэтому применять можно только в серьезные такие моменты. Если действительно уже иного выхода нет, чтобы остановить людей, которые портят вам кровь. Хочу вам сказать, что зависть человеческая, она никогда на уровне слов не остается. Люди, которые говорят, да вот пусть позавидуют, ну и фиг бы с ними, да пусть говорят, пусть сплетничают, не обращая внимания и прочее, да. Напрямую идти разборки устраивать смысла нет, потому что подобные личности, они всегда рассчитывают на что? На то, что они выведут тебя, на то, что они тебя достанут, на то, что они добьются своей цели тем, что тебя начнут трясти, тебе станет плохо из-за их действий и прочее. Они именно для этого и стараются. Но совершенно ничего не делать, просто сидеть сложа руки и позволять загрязнять свое имя, это есть глупость. Потому что человек, который завидует, а все подобные личности, они всегда маскируются под лозунгами «я за справедливость», «я просто хочу правды», ересь это. Ни один нормальный человек не будет добиваться справедливости, загрязняя и собирая сплетни. Это глупость. На самом деле все намного проще. Это все обычная банальная зависть. И оно присутствует. Понимаете, зависть – это самое низменное чувство. Это самое такое животное чувство. И если у человека планка души высокая, то человек может обуздать свою зависть. Зависть есть у каждого из нас. Каждый из нас когда-либо кому-либо завидовал. И говорить, это не так, да мне вообще никогда в жизни, это неправда. Мы завидуем, когда видим фигуристую женщину и думаем, вот, блин, я что ж так хочу, я что ж такая была, почему сейчас вот я пополнела, а она вот такая красавица. Если мы низменные существа, мы будем желать ей плохого, мы будем внутри постоянно кипеть, смотреть на нее косо, да чтоб ты располнела, да чтобы у тебя там что-то случилось, да чтоб ты вообще хромать начала и так далее. Если мы низменные существа, если мы создание более высшей планки, то мы сразу себя обуздаем. Тут же, а кто виноват, что ты располнила? Ты же сама ленивая, не хочешь за собой смотреть. Ты себя запустила, а кто виноват? Все. Значит, вы личность, вы себя тут же одергиваете. То есть не позволяйте себе распространить внутри себя вот эту вот грязь. Зависть – это червь, который грызет человека изнутри. Если этого червя мы начинаем кормить, то со временем он превращается в дракона. И это некая сущность, которую мы допускаем в свою душу. Эта сущность кормится отрицательными эмоциями, отрицательными энергиями вокруг нас. Для того, чтобы мы не мучились, да, если мы человек завистливый, мы должны кому-то причинять постоянно боль и питать эту сущность, иначе она нас жрет изнутри. Человек завистливый очень страдает, он очень несчастен, потому что он просыпается с мыслью, какую бы гадость сегодня кому сделать. У него нет смысла в жизни иного. Но зависть, она всегда переходит в действие. Зависть не бывает на уровне слов только. Обязательно, если человек завидует твоему магазину, который ты открыл, значит, обязательно ждите в скором времени звонки в налоговую, еще куда-либо, чтобы попортить вам кровь. Если человек завидует твоему семейному счастью, значит, ждите в скором времени звонки к вам домой, что «А вы в курсе, что у вашего мужа есть любовница?» Или могут подкинуть письмо, так делали. Так извели Пушкина. Его супруга была очень любящая женщина, очень разумная. После его смерти много лет совершенно не выходила в люди. Настолько она скорбела и переживала. Но постоянно,
значит, делали такие грязные вещи, чтобы человека довести. Довели до дуэли, и Пушкин погиб. Вешали на двери рога. То есть это было издевательство над человеком из-за зависти, потому как он был талантлив. То есть к чему я хочу подвести итог, что просто сидеть и смотреть, как загрязняют ваше имя. Вам советуют не обращать внимания, советуют люди, которые никогда в жизни ничего не создавали, которые никогда в жизни не имели никаких заслуг перед человечеством. И поэтому им непонятна ваша боль, ваша внутренняя вот эта раздражительность по поводу всего этого. И они никогда не поймут. К таким людям прислушиваться не стоит. Свое имя нужно очищать. Но иногда лучше бить еще и магией. Потому как это самый эффективный, самый безопасный древний метод. Дорогие друзья, что бы кто вам ни говорил, в магию верили, верят и будут верить всегда. Даже сильные мира сего, каждый из них, прежде чем принять какое-то очень судьбоносное решение, советуется с людьми силы. Это не эти рекламные маги-колдушки, а именно люди силы, которые реально, они знают, к кому обращаться и что, то есть с какой просьбой. Я хочу вам сказать, что среди людей, которые за жизнь ко мне обращались, были люди, которых вы каждый день видите по телевидению. Люди, которые снимаются в известных сериалах, фильмах. У меня даже была фотография с одной из них, потом я удалила для того, чтобы лишних слухов не пошло о ней. Нет, она не просила, я сама просто поняла, что надо удалить. Была у меня фотография с девушкой, которая играла в одном из любимых вами фильмов. Ну, не буду называть. Опять же, про прорицательницу. Я хочу вам сказать, что люди, которые добиваются успеха, они обращаются к ведьмам, к настоящим реальным практикам, и через них получают вот эту помощь, возвышение. Ту же самую Анджелину Джоли долгое время обвиняли вообще в магии, в колдовстве, находили какие-то амулеты, талисманы в ее гримерной. И, между прочим, давайте будем честны, одна из самых успешных и богатых актрис Голливуда. Нэнси Рейган обращалась к своему личному астрологу, какой-то ведьме, когда хотела принимать какое-либо решение, или ее муж должен был какое-то решение принимать. И, между прочим, Рейган один из успешных президентов Америки. Без никаких там, скажем так, потрясений он правил для себя. И до конца жизни ни в чем нигде его не осудили, не объявляли ему импичменты и так далее, и так далее. То есть он прекрасно правил и ушел. Вы не думаете, что все-таки магия, она играет не последнюю роль? Люди, которые уважительно относятся к силам магии, они успешны во всех сферах. Так вот, чтобы вот люди, которым делать нечего, которые бездельники, потому что это реально так, человек, который нашел себя в жизни, вот просто вот элементарно давайте подумаем. Вы заняты своим делом, вы поглощены своими работами, вы довольны своей жизнью, о вас знают, вас благодарят. Неважно, в какой сфере вы работаете, вы хороший повар, хорошая тамада, я не знаю, вы хорошая актриса, ну, то есть замечательна в своей профессии. У вас есть вообще время и желание кого-либо там разоблачать, кого-либо выводить на чистую воду, как говорят, или там миру показывать неправильность этого человека? Вам это интересно? Нет, вам вообще все равно. Единственное, что вы скажете, да люди сами поймут, люди пускай судят, кто прав, кто виноват. Мне это вообще не нужно. Я к тому, что, как правило, это бездельники. А у бездельников всегда есть очень много времени. Очень много лишнего времени, и они следят за вашей жизнью. Друзья мои, вы не удивляйтесь, когда, например, вы становитесь более-менее известными людьми, да, когда о вас узнают, когда ваше имя уже на устах,
Еще раз говорю, неважно, к какой профессии вы относитесь. Вы бизнесмен, вы певица, вы танцовщица, неважно. Но как только о вас узнают, то появляются, знаете, призраки прошлого. Прошлые друзья, еще кто-либо. И вы не удивляйтесь, что кто-то, кто следит за вашей жизнью, может узнать очень много о ваших бывших мужчинах, о ваших развлечениях, о ваших каких-то отношениях с кем-то, о каких-то ссорах. Потому что если вы сутками занимаетесь жизнью другого человека, сидите, следите за каждым словом, ловите каждое слово, каждый шорох, смотрите все внизу форумы, там, что написали, все комментарии, и кому-то пишете, кому-то тут же отправляете, кто недоволен этим человеком, вот скажите, что вы знаете, что вы можете. Не удивляйтесь, что через некоторое время, конечно, этот человек о вас собирает столько сплетен, столько грязи, где-то правда, где-то ложь, где-то выдумка. Потому что человек занимается вашей жизнью. Так вот, можете ли вы сделать так, чтобы человек вообще заткнулся и забыл о вас? Да, можете. Но для этого нужно прилагать усилия и некоторое время поработать в этом направлении. Если вы человек занятый, то понятное дело, что вам некогда, время от времени там что-нибудь проведете и все. Но есть одно но. Если вы иногда будете бить их по башке, то все, что они делают, не будет иметь никакого эффекта. Они будут жить, дышать, может быть, но у них будут проблемы, у них будут трудности в жизни, у них будет абсолютно хреновое существование. И при всем этом, даже если, невзирая на это, они все же стараются, знаете, чем хуже человеку, тем злее он начинает тебе мстить. Это понятное дело. Но задача наша не в том, чтобы каждый второй ложился в гроб, потому что для этого это очень большая ответственность, это очень долгая работа. И даже ведьмы берутся это делать только тогда, когда просто реально физически им угрожают, можно сказать, их жизни, их детям. Да, они понимают, что вот, существование этого человека уже просто угроза их жизни. Вот тогда они берут и делают. Или когда человек просто мешается под ногами, не дает житья, берут и делают. Но когда они понимают, что можно по-другому просто все повернуть в свою пользу, например, сделать так, чтобы эти слухи служили тебе. И такое бывает, как говорится, черный пиар лучше всех. Вы знаете, более всего черная, распиаренная среди наших правительниц была Екатерина Великая. Про нее столько всего снимали. Даже ставили какие-то пьесы во Франции. Однажды Александру Первому... Нет, извиняюсь, Николаю Первому сказали, что знаете ли вы, что про вашу царственную бабушку во Франции ставят неприличные пьесы в театрах. И он сказал, если в ближайшее время эти пьесы не прекратятся, то я приведу туда 100 тысяч зрителей, которые будут аплодировать им особым способом. Он имел в виду, что он просто объявит Франции войну. Ему настолько это было неприятно. То есть кого более всего пытаются очернить? Тех, кому завидуют. А ей завидовали. И завидовали России, что у них есть такая правительница. Эта женщина работала день и ночь. И она даже в 70 лет написала в дневнике своем, что я работаю как лошадь. Представляете? День и ночь она работала, поэтому и добилась такого успеха и такого признания, и осталась в истории. То есть они завидовали ей, они завидовали стране, у которой такая правительница. А как очернить имя этого человека? Черный пиар, грязь, вот это все эти сказки про лошадь, да, их там какие-то отношения и прочее. Это все западная грязь для того, чтобы очернить сильного правителя. Так что, дорогие друзья, если пытаются вас очернить, это первый признак того, что вы на вершине, что вы добиваетесь успеха, что вы правильно, на правильном пути. Как там Ленин сказал, правильно идете, товарищи. Но время от времени ставьте их на место. Время от времени грузите их такими трудностями, чтобы им было не до вас. И, между прочим, я стараюсь вам дарить ритуалы, в которых даже имен конкретно называть не нужно. Потому что силы, к которым вы обращаетесь и просите, они сами видят тех людей, которые нечестны к вам. И очень часто люди мне пишут, что я даже предположить не могла, а человек наказался.
А потом я узнала, что, оказывается, действительно она против меня. Знаете, у людей бывает иногда шок. Они не ожидают просто от близких, от подруг, от знакомых. Таких вещей они просто не ожидали. И тут выясняется, что действительно этот человек реально такое делала и способна была на это. Так вот, теперь с лягушками, со змеями я вас учила и буду учить дальше. Каждое живое существо имеет свое место во Вселенной и свою роль в магии, в колдовстве. Что такое магия и колдовство? Давайте, я уже объясняла один раз, вот так скажу, так коротко. Магией занимаетесь вы. Я вас учу магии. Это древняя наука. Умение манипулировать силами, но через знания, которые дает вам человек, знающий это все. Это обращение к различным силам природы, богам, силам, духам, мертвецам. Это обращение к различным силам, различными методами для получения желаемого. Вот так вот, если коротко. Магия, мудрость, magic, магии в переводе означает мудрость, с латыни и санскрите в том числе. И магией занимаетесь вы. Я занимаюсь колдовством. Это более глубинная, это более опасная, это более темная сторона магии. И это запрещенная сторона магии для обычных людей. Теперь понимаете разницу в чем? Сначала рождаются ведьмами, потом становятся колдуньями, потому что они уже вот темные дебри идут. Те дураки, которые говорят, ведьмы добрые, колдуньи злые, это абсолютно невежды. Откройте, посмотрите мой ролик «Ведьмы и колдуньи», и я там все объясняю. Это то же самое, что ведьма и колдунья. Просто колдуньями становятся со временем, а ведьмы рождаются по роду своему. Просто мы привыкли так, привычнее, понятнее говорим. Ведьма, да и все. Так вот, лягушки. Скинуть болезнь на лягушку. Отдать свои заботы лягушке. Я вам дарила много ритуалов с разными живыми существами, которые вам должны помочь и помогают. Сегодня я хочу вам дать этот ритуал. Очень интересно. Смотрите, кое-что тут прям на 17-й минуте тут кое-что ходит. Ну да ладно, это понятно. Лягушка имеет связь с духами, топьями, их так называют, топь болотная, болотные духи. Откройте мою лекцию, чтобы было понятнее, к кому мы обращаемся. К болотнику, к духам гиблых мест. И они между собой, грубо говоря, общаются. То есть они понимают друг друга, они на уровне подсознания друг с другом общаются. И то, что мы говорим, живые существа понимают. Они ведь понимают не таким образом, как словами, там, иди принеси или там чай налей. Нет, они понимают определенными вибрациями, они понимают определенными энергиями, они нас понимают. Мы с собаками разговариваем, они понимают прекрасно, что мы хотим от них. Они осознают. Иногда страшно становится до такой степени, что собака понимает просто, что ты хочешь от них. Просто буквально понимают они. Они даже интонацию ловят, они чувствуют, что ты хочешь, какое у тебя настроение и так далее. Вот живые существа понимают. Хотя взяли их там, поймали их, чтобы убить их, или просто что-то сделать, выпустить, или помочь им. Волка, которого вытаскивает из проруби, да, замерзший, волк не сопротивляется, спокойно, тихо лежит, лечат, кормят, не кусает никого. Волк понимает, что ему хотят помочь. Они улавливают наши самые элементарные вот эти вибрации. Страх, или опасность, или тревога, или угроза для их жизни и так далее. Понимаете? То есть я хочу сказать, что они впитывают эту информацию и потом помогают, чтобы это все сбылось. Поэтому испокон веков, издревле, с помощью живых существ, колдуны, ведьмы, осуществляли определенные манипуляции. Они скидывали на них болезни, они давали им свои проблемы, они просили, чтобы через них эти духи помогли и так далее. Теперь, в чем смысл этого ритуала? Лягушке отдаете эту информацию и отпускаете. Лягушка передает этим силам. Смешно звучит, может, для кого-то. На самом деле это законы мироздания.
Кто-то скажет, это аномалия какая-то. Знаете, обычно, когда, например, увидели кого-то в лесу, вот некое существо человекоподобное, но, в общем, понимаешь, что это не человек или, ну, дома, в лесу, неважно. Люди говорят, это аномальное явление. Аномальных явлений в мироздании не существует. Все, что есть, это закономерно. Просто то, что мы не можем объяснить, мы называем аномалией. Так вот, вот это тоже, может, кто-то скажет, аномалия, непонятная какая-то вещь. Мы еще не поняли, как объяснить. Мы только к этому идем. Мы только объясняем, что такое духи. Мы только понимаем, что есть бродячие энергии. Мы только к этому идем, поэтому до конца вам объяснить, почему так происходит, я не могу. Вот взяла женщина, ножницами сделала мой ритуал от суставной боли. У нее суставная боль прошла. Вот спросите, какой имеет смысл? А ножницы при чем? А при чем здесь боль? А я не могу вам до конца сказать. Примерно объясню, но не до конца. Вот так делали, издревле помогало. И вот так я вам советую. Понимаете, в чем дело? Так вот, лягушке передаешь свою просьбу и выпускаешь. И через некоторое время люди, которые... Кстати, я хочу сказать тем людям, которые, например, всякую ересь пишут и думают, ну, я еще жива, дышу, и все у меня хорошо. Вы на секунду просто, положа руку на сердце, если у вас есть капля честности, хотя вот такого мусора нет честности обычно, когда собрана, там, знаете, такая вот свора собак. Но в любом случае, для себя... Признайте, что с того времени, как вы начали говорить про меня, грязь вообще на ровном месте, у вас в жизни очень много проблем появилось. Посмотрите на свою жизнь. И вы поймете, почему так происходит. Так вот, дорогие друзья, вам для этого ритуала обязательно нужен могильник. И могильник я часто буду использовать в ритуалах. И вам буду говорить, потому что это нужно. Это определенная трава. Я объясняла роль могильника. Откройте травы в магии и посмотрите, зачем и почему их используют. Могильник, 3 черные восковые свечи и лягушка. Ночью читайте, именно в сумерки, кроме воскресенья и четверга. Читайте ночью 6 раз и отпускайте лягушку. Через некоторое время все эти, скажем так, слухи вокруг вас, на работе, где-либо, они начнут прекращаться. Если они не прекратятся, они будут вам служить, а не вредить. Понимаете? Наоборот подействуют, то есть против них самих. Далее. Этот ритуал делается только тогда, когда у вас просто, ну, скажем так, безысходность, другого выхода нет их заткнуть. И это делаете. Еще раз повторяюсь, людям чем хуже, тем больше они будут болтать. Речь не об этом. Речь о том, что их болтовня, их грязь, она никогда не дойдет до цели. Вот в чем смысл этих ритуалов. Время от времени бейте их этими ритуалами. Теперь, слушайте внимательно. Поскольку этот ритуал связан с миром и духов, и поскольку этот ритуал отдается ведьмой, вы должны будете откупиться, опять же, на ее алтарь. Или ей. Это не имеет значения. В последнее время я вам даю сильные ритуалы, но и говорю вам, что откуп обязателен в таких случаях. И обязателен или ей, или для ее алтаря. Это имейте в виду. Я никого не знаю, я не буду вам ходить говорить, я знать не знаю, кто сделал его, кто не сделал. Вас сотни тысяч, я одна. Но вы сами должны знать, что если вы не откупаетесь, эта ситуация постепенно повернется обратно. Вы должны откупиться. Потому что в таких тайных ритуалах отдается откуп именно вот в эту копилку магии. Ей или ее алтарю. Итак, начнем, потому что мало осталось времени, и я все уже объяснила, собственно говоря. Я сегодня немного отдохнула, поэтому у меня бодрость в голосе. На самом деле, я хоть и показываю вам эти ритуалы, но вы же понимаете, что эти ритуалы, они бесследно не уходят. Это огромная сила, и они забирают энергию в любом случае. Итак, да, читаем 6 раз. Я прочитаю, наверное, 1 раз или 2, насколько хватит времени. А остальное дочитаю без камеры и выпущу ее или его. Кто бы ни был, неважно. Это у нас
Жарко сейчас. Надо будет потом открыть окно. Просто лягушка вспотела, как и я. Или покрылась, не знаю, морозной водой. Так, начинаем. Что будет с врагами? У них начнутся неизвестные болезни, проблемы, денежные затраты и много нехорошего в жизни. Дома начнутся ругань между детьми, родителями. Одним словом, мало веселого. Могильник, 3 свечи, лягушка, которую потом нужно отпускать. Читаем только ночью, кроме воскресенья и четверга. Откупаемся ведьме, когда у вас все получится. Только после того, как получилось. Когда отстали от вас, когда перестали вас преследовать, когда вы услышали, что у вашего врага начались проблемы и так далее. Темной ночью, да в час колдовской, дело справедливое творю, слова могучие говорю. Авракалам, гора каменная, сила древняя. Направьте матушку жабу в топь болотную, к духам гибельным. Я прошу тебя, жабья матушка, донеси им мои слова. Я прошу для врагов моих наказания. Да окутает их черная пелена. Лихая полоса их пусть накроет, суставы их пусть ломит, и сердце их заноет. Кипи у врагов черная кровь, мозги колоти. Болеть им, скорбеть и хилеть. Скорбь и боль. Их держи, не отпускай, покуда сполна не получат. Жабья матерь, топь им духом передаст, болотник им прикажет, к врагам моим дорогу укажет. И каждого из них жестоко накажет. Ни 9, ни 8, ни 7, ни 6, ни 5, ни 4, ни 3, ни 2, ни 1. Да исполнится все в срок. Слово пойди в дело, зло войди врагам в их тело. Заклято. Немножко устала, но ничего страшного. Еще раз прочитаю. Темной ночью, да в час колдовской, дело справедливое творю. Слова могучие говорю. Авракалам, гора каменная, сила древняя, направьте матушку жабу в топь болотную. К духам гибельным я прошу тебя, жабья матушка, донеси им мои слова. Я прошу для врагов моих наказания. Да окутает их черная пелена. Лихая полоса их пусть накроет. Суставы их пусть ломит, и сердце их заноет. Кипи у врагов черная кровь. Мозги колоти. Болеть им, скорбеть и хилеть. Скорбь и боль. Их держи, не отпускай, покуда сполна не получат. Жабья матерь топь им духом передаст, болотник им прикажет, к врагам моим дорогу укажет. У каждого из них жестоко накажет. Ни 9, ни 8, ни 7, ни 6, ни 5, ни 4, ни 3, ни 2, ни 1. Да исполнится все в срок. Слово пойди в дело, зло войди врагам в их тело. Заклято. Темной ночью, да в час колдовской, дело справедливое творю, слова могучие говорю. Авракалам, гора каменная, сила древняя, направьте матушку жабу в топь болотную, к духам гибельным. Я прошу тебя, жабья матушка, донеси им мои слова. Я прошу для врагов моих наказания, да окутает их черная пелена. Лихая полоса их пусть накроет. Суставы их пусть ломит, и сердце заноет. Кипи у врагов черная кровь, мозги колоти. Болеть им, скорбеть и хилеть. Скорбь и боль их держи, не отпускай, покуда сполна не получит. Жабья матерь топь им духом передаст, болотник им прикажет, к врагам моим дорогу укажет. И каждого из них жестоко накажет. Ни 9, ни 8, ни 7, ни 6, ни 5, ни 4, ни 3, ни 2, ни 1. Да исполнится все в срок. Слово пойди в дело, зло войди врагам в их тело. Заклято. Не помню, сколько раз прочла, прочту еще один раз. Темной ночью, да в час колдовской, дело справедливое творю. Слова могучие говорю. Авракалам, гора каменная, сила древняя. Направьте матушку жабу в топь болотную, к духам гибельным. Я прошу тебя, жабья матушка, донеси им мои слова. Я прошу для врагов моих наказания. Да окутает их черная пелена. Лихая полоса их пусть накроет. Суставы их пусть ломит, и сердце их заноет. Кипи у врагов черная кровь. Мозги колоти, болеть им, скорбеть и хилеть.
Скорбь и боль их держи и не отпускай, покуда сполна не получат. Жабья матерь топьим духом передаст, болотник им прикажет, к врагам моим дорогу укажет. И каждого из них жестоко накажет. Ни 9, ни 8, ни 7, ни 6, ни 5, ни 4, ни 3, ни 2, ни 1. Да исполнится все срок. Слово «пойди в дело», зло войди врагам в их тело. Заклято. А теперь советую всем тем, кто что-либо лишнее пытается вякнуть, просто советую сесть, разделить такой листок тетради на 2 части и написать «до грязи на Ингу Хосроеву и после». И напишите, что было до вашей жизни, что после. И вы увидите, в каком дерьме вы находитесь. И вы это знаете лучше меня. Потому что вы не первый, не последний. Просто советую вам сесть и разделить. За каждым никто не бежит. Каждого никто не наказывает. Но достаточно начитать, направить эти силы. Они сами вас находят и наказывают. Даже тех, кого я знать не знаю и знать не хочу. Вы прекрасно знаете, в каком дерьме вы сидите. Самое интересное, что вы очень пугливые и трусливые существа. Такие люди, они очень трусливы в душе. У них стоит чему-нибудь случиться, они сразу же понимают, откуда это пришло. Вы знаете, не помню, кто сказал, но слова очень верные. Подлый человек каждую неудачу в жизни сразу же воспринимает как начало наказания. Вот запомните, это так и есть. Всем удачи тем, кто это проведет. Еще раз говорю, для кого, в каких случаях и зачем. И запомните, слова должны говорить правильно. Не какие-то там буквы не туда, а именно слова, мысль правильно выражать. Поэтому перед тем, как прочитать, читайте несколько раз, чтобы все точь в точь, поскольку магия – это точная наука. Хотите, чтобы получилось, делайте все правильно. Всем удачи!